Ну что, ты готов? Погнали. Погнали. Всем привет, народ, с вами снова канал Доната Синема. И сегодня у нас на обзоре Honda Civic EG1 из первого форсажа. И на самом деле она должна была сейчас стоять здесь, но Саня сказал, что такая машина должна появиться эффектно. Поэтому сейчас ждем Саню и... Без базара эффектно появился. Итак, это Honda Civic 94 года выпуска из фильма «Форсаж». Да-да, я знаю, что вы сейчас скажете, почему мы перепрыгнули на «Форсаж», где вообще ролики про Need for Speed, и вообще раньше была лучше, дизлайк, отписка. Но это с какой стороны поглядеть? Но я хочу вам сказать, что с Need for Speed мы еще не закончили, потому что мы до сих пор не побывали в Рокпорте. А так-то вообще по Need for Speed мы свою деятельность-то выполнили. Новый Unbound вышел достаточно сносно, и игроки говорят, что это лучший Need for Speed за последние 10 лет. Понятно, что Underground с Most Wanted это вообще лучшие игры цивилизации, но это все формальности. Это та игра, от которой ты реально таблетки пьешь успокоительные. Так вот, с Need for Speed стало все более-менее понятно. В отличие от Форсажа, который в последнее время вообще потерял связь с реальностью и улетел куда-то в космос. А так как тематика нашего канала около автомобильная, то мы решили разобраться, где же все-таки эта вселенная дала трещину и когда физика Форсажа свернула не туда. Ну и параллельно рассказать вам о всех тачках этого фильма и фактах, которые вы точно не знали. Короче, сегодня у нас обзор Honda Civic Доминика Торетто из первого Форсажа. Почему же именно с этого автомобиля начинается история Форсажа? Напомню, что смыслом первого фильма было показать автокультуру 2000-х годов, и не было ни одной другой машины, которая бы сделала это лучше, чем Honda Civic. В Штатах эти машины были абсолютно везде, и на них была огромная гора тюнинга. Именно по этой причине их и выбрали для съемок в фильме. Но и бюджет на фильм был очень ограниченный, и купить что-то дорогое студия все равно бы не смогла. Это сейчас за каменное лицо Солярыча готовы платить миллионы, а тогда в 2001 году абсолютно все думали, что фильм будет провальным в прокате. Но решение было принято, и студия купила 4 Honda Civic от 8,5 до 10 тысяч долларов, причем 2 из них были на автомате. И, кстати, сейчас я вам их покажу. Сейчас я код небольшой набросал, надо протестить. И оп! Воу. Видали, научился программированию и не заплатил ни рубля за обучение. Как это возможно? Все просто, мне помог курс для Java разработчиков от Kata Academy. На этом курсе к каждому студенту идет индивидуальный подход, а оплата производится только после трудоустройства в Москве или СПБ. Kata гарантирует своим студентам, что после прохождения курса они смогут трудоустроиться на позицию разработчика с минимальной зарплатой от 100 тысяч рублей. Все это прописано в договоре. Опытные менторы будут вести контроль пройденного материала и не пропустят студентов на следующий этап, пока они не сдадут ревью по предыдущему этапу. Ну а если программа будет не по силам, вас просто отчислят. И вы никому ничего не должны. Да-да, вы просто бесплатно попробуйте свои силы в программировании. Ведь главное для Kata Academy – найти заинтересованных учеников с огромным желанием работать и развиваться, и уже после этого помочь им трудоустроиться на позицию разработчика. Поэтому, если хочешь стать действительно востребованным разработчиком с хорошими навыками программирования, переходи по ссылке в описании и становись крутым программистом. Нам надо на свежий воздух. Возможно, самые внимательные из вас заметили, что не все машины сейчас здесь черные. На самом деле они черными стали только после доработок, а до этого одна была красная, другая серая и 2 было белых. Это хорошо заметно в сцене, где Лети решила дать угла и размотала свой Civic об обочину. Именно в этом кадре была белая машина. Кстати, люк изначально был только в одной машине, а во вторую машину его потом добавили, а в остальные 2 сделали обычный муляж люка, потому что все равно через него никто не собирался вылезать, зачем тратить лишние бабки. Вообще в эти тачки никто не старался вкладываться, потому что после фильма их не собирались ставить в музей. Единственная существенная доработка здесь – это установленный обвес Wiz Bomber GT, так как продюсеры хотели, чтобы эти тачки выглядели угрожающе, как у голливудских злодеев. Диски тоже нашли по дешману у знакомых и добавили насадку на глушитель за $50, купленную на eBay. А помните, как офигенно басиста звучали эти машины в фильме? На самом деле это были не их звуки. Это вообще были звуки от других машин, которые потом наложили на постпродакшене. Да-да, вот такое вот разочарование. В этих же машинах стоял обычный 1.6 с насадкой на глушитель за $50, поэтому звучали они примерно так же, как Жиги в час ночи под окном.
А самой главной фишкой этих машин была зеленая неоновая подсветка. И к этой подсветке у меня абсолютно нет претензий. Я очень люблю всякие светящиеся неоновые штуки. У меня у самого на машине стоит неоновая подсветка. Правда, я ночью не езжу, поэтому за 10 лет я включал ее раза два. Но к этим машинам она очень подходит. Я считаю, это прямо вот стиль, это дух той эпохи. И спустя 20 лет, мне кажется, этот тренд начинает возвращаться. Как вам кажется, неоновая подсветка это круто или нет? Напишите в комментариях. Задний спойлер у одной из машин имел съемную полку. Это можно хорошо разглядеть в дневной сцене ограбления грузовика. И сделано это было специально, чтобы Винс, прыгая на грузовик, случайно не зацепился об нее ногой и не закончил свое участие во франшизе на несколько лет раньше. Вообще очень круто, что большинство трюков в этом фильме выполнялись вживую. Особенно проезд Сивика под прицепом грузовика. И не важно, что для этого трюка прицеп пришлось поднять на 18 дюймов, иначе машина под ним просто не поместилась. И то, что в начале сцены у него сначала две задние оси, потом становится одна, а потом снова две. Все это не важно, потому что это все равно смотрелось очень эффектно и было правильно и реалистично с точки зрения физики. После съемок первой части фильма эти Хонды 1,5 года простояли на хранении. И затем были использованы еще раз в двойном форсаже. Там они уже были перекрашены, имели другие обвесы, но это были все те же самые автомобили. Как я уже говорил, провести остаток жизни в музее им было не суждено. И еще через пару лет они были проданы на аукционе буквально за $3000. И, к сожалению, эти машины не были куплены как какие-то легенды. Они были куплены как обычный рядовой автомобиль, чтобы просто ездить. И вряд ли за ними дальше уже кто-то следил. После этого они еще несколько раз попадали на продажу, и сейчас, я думаю, именно эти экземпляры либо уже сгнили, либо просто разобраны на запчасти. Поэтому оригинальных машин, тех, которые снимались в «Форсаже», уже на самом деле не осталось. Но самое главное, что они остались в наших сердцах. И именно им принадлежит звание первооткрывателей. Потому что именно с этих машин начинался «Форсаж». Ну а на сегодня это все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на наш телеграм, инсту и группу ВКонтакте с музыкой. С вами был канал Доната Синема. Всем пока!